В этом выпуске тренер Сергей Розанов близок к прекращению работы в Академии Ангелы Плющенко. Евгений Плющенко рассказал об уходе Сергея Розанова. Вероника Жилина, непонятно, у кого она тренируется. Чемпионка Европы Алена Косторная попала под шквал критики. А теперь обо всем по порядку. Тренер Сергей Розанов близок к прекращению работы в Академии Ангелы Плющенко, со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Чуть больше года назад Розанов был четвертым тренером в группе Этери Тутберидзе, но в мае 2020-го он вместе с Александрой Трусовой ушел в Академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спустя пару месяцев после перехода Розанов перестал работать с Трусовой, сосредоточившись на Алене Косторной. После того, как фигуристки вернулись в Хрустальный, Розанов остался в Ангелах Плющенко. Сейчас Розанов участвует в тренировочном лагере хореографа Бенуа Ришо во Франции, он продлится до конца июля. После этого будет принято решение о дальнейшей карьере тренера. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что тренер Сергей Розанов сам будет принимать решение о том, остаться или уйти из его академии. Ранее появились сообщения, что Розанов, находящийся сейчас в тренировочном лагере во Франции, близок к уходу из Ангелов Плющенко. Сережа сейчас находится на сборах за границей. Он уехал туда тренироваться с нашими ребятами, сообщил Плющенко. Как вернется, мы будем принимать решение. Пока он на сборах, это было в планах. Получается, к нему есть какие-то вопросы? Скажу так. Мы должны принять решение. Как у него закончатся сборы, мы будем думать дальше, смотреть. Решение касается вопросов контракта? Нет, у нас с Розановым нет никаких контрактов. Это решение остается за ним. Согласно изначальному плану, сейчас он находится за границей. Мы с ним постоянно на связи. Жду от него окончательного решения, вот такая у нас ситуация. То есть решение за Сергеем? Не за вами? Это не мое решение, да? Я думал, инициатива каких-то изменений будет исходить от вас. Нет, меня все тренеры устраивают. Просто каждый выбирает для себя свой путь, оставаться или уходить, двигаться дальше. Может попробовать себя за границей. Подобные вещи всегда исходят от ребят. Я дал Сереже его группы, он их ведет. Для всех говорю. У меня есть мои две группы, два коллектива, с которыми я работаю и веду. Со всеми я работать просто не могу, это будет нечестно по отношению к спортсменам и к тренерам. Поэтому некоторым специалистам я дал их собственные группы. Например, Юле Лепницкой, у нее свой коллектив, свои тренеры, она занимается по собственной методике. Да, в моей школе, но самостоятельно. Также и Сережа Розанов. Он занимался Аленой Косторной, вел ее сам. Я к этому никакого отношения не имел, так иногда приходил, если они сами меня просили. Кроме того, у него есть другие спортсмены, которых он сам ведет. Я же, повторюсь, не могу разорваться. У меня есть мои фигуристы и мои тренеры. Поэтому ждем от Сережи конкретику. И будем думать. Вы говорите, что тренеры вас устраивают. То есть вы не изменили мнение, даже несмотря на то, что сезон у группы Розанова был, так скажем, не очень? Ну, ничего страшного. Бывают взлеты и падения. Он очень хороший специалист, но у него, как и у других ребят, еще будут такие ситуации в дальнейшем. Каких-то претензий или вопросов у меня нет. С моей стороны, скажем так, все нормально. Евгений Плющенко рассказал о Веронике Жилиной. В прошлом сезоне было непонятно, у кого она тренируется. Сейчас есть определение, все по полочкам. Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал о подготовке спортсменов в своей академии Ангелы Плющенко. У нас все здорово, слава богу. Мы работаем, у нас замечательные детки. 4 классных юниора у нас сейчас растут, Вероника Жилина, Софья Муравьева, Анастасия Зинина и Кирилл Сарновский. Это ребята, которые находятся в сборной России. Мы сейчас готовимся к контрольным прокатам, которые пройдут в Новогорске.
После Федерация фигурного катания на коньках России будет принимать решение по распределению по этапам юниорского гран-при. В общем, мы занимаемся подготовкой, провели хорошие сборы, тренируемся. Некоторые дети, на мой взгляд, выросли. Конечно, смотреть надо в сезоне, но есть моменты, над которыми мы работали. Удалось добиться улучшений. Правильно ли я понимаю, что сейчас вы будете делать упор на юниоров? На сегодняшний день у меня только юниоры. Тем более ребята, с которыми мы достаточно давно занимаемся. За исключением Зининой, она пришла ко мне пару месяцев назад. Еще у нас есть очень хорошая спортсменка, Софья Титова, она тоже занимается со мной. Муравьева подтягивается, очень хороший уровень должна сейчас показать. Ну и, конечно, Вероника Жилина. Надеюсь, в этом сезоне с Вероникой все будет по-другому. В прошлом сезоне было непонятно, у кого она все-таки тренируется. В конце сезона она определилась. Сейчас в группе с Вероникой работает ее мама Людмила Николаевна Алферова, я и Мария Ставицкая. Сейчас есть определение, все по полочкам. Не было понятно, у кого тренируется. Как вообще так получилось? Они пришли вместе с Сережей Розановым, он тренировал Веронику. В конце сезона она определилась, что ее буду вести я, вместе с Людмилой Николаевной и Марией. Сейчас, скажем так, определился коллектив. У меня было много тренеров, надо было распределить, кто за кого отвечает. Теперь это сделать удалось, сказал Плющенко. Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала фотографии с измененным цветом волос. «Меняйте правила и разрушайте стереотипы», подписала снимки чемпионка Европы в своем Инстаграм. Многие поклонники поддержали радикальную смену имиджа. Среди отреагировавших были швейцарская фигуристка Кими Репан и музыкант Келли Маран. Однако некоторые фанаты оставили негативные комментарии. Девочка настолько прекрасна, идеальные черты лица. Как мама разрешила? Как у косметолога рука поднялась. Короче, губы страшные. Что с губами? О нет. Она их еще у Плющенко заколола, просто было более-менее органично. Странный момент, что Саша Трусова природный цвет, на непонятно ржавый поменяла. Что произошло с Александрой и Аленой за этот год в «Ангелах» Плющенко? Такая красавица, ну зачем нужно становиться как все? Все хорошо, но вот губы зачем делать уродские? И почему сегодняшнее поколение губы исправляет? Свои губы очень красивые. Люди, которые хватаются за голову и пишут «зачем», живите своей жизнью, как хотите. У каждого человека жизнь одна. Алена живет своей. Так, как ей хочется. И мнение безликих аккаунтов этого не изменит. Всем не угодишь.